Сиван – озеро в Армении, наибольшее и одно из красивейших озер Кавказа. Это чудо природы, соседствующее с небом, расположено в громадной чаще гор на высоте 1916 метров над уровнем моря. Вода его прозрачная и чиста, ведь по преданию, из него пили только звезды и боги. Выдающиеся историки и путешественники прошлого с восхищением отзывались об озере Сиван и назвали его «лотосом Поднебесья». Его площадь составляет порядка 5–10% от всей площади Армении, а одноименный национальный парк, который включает также водозабор озера и несколько заказников, занимает 1/6 часть страны. Есть несколько гипотез происхождения Сивана. Вероятнее всего, это озеро родилось несколько тысячелетий тому назад вследствие вулканических процессов, произошедших в окружающих его гигантских горах. На южных склонах к озеру находится несколько десятков геометрических круглых кратеров, заполненных пресной водой. В Сиван впадают 28 рек, все малые, самая большая, Майрик, не достигает и 50 километров. Из озера вытекает лишь Раздан. Однако водами только впадающих рек восстановить прежний запас и уровень воды не удастся, ибо испарение в жарком безлесном котле между гор составляет 88% приносимой реками воды. Поэтому было принято решение о постоянном дополнительном сбросе вод в Сиван с юга, из бассейна Арпы по тоннелю длиной 48 километров под Варденийским хребтом и облесение окружающих Сиван горных склонов. Полагают, что свое название озеро получило от названия древнего храма Сиванаванг, построенного на северо-западном полуострове в IX веке. Это название в переводе с армянского означает «черный монастырь», и храм действительно сложен из черного туфа. Есть версия о еще более древнем происхождении названия. У урартов, живших здесь до прихода армян, озеро называлось Цуйни, свини, откуда недалеко и до произношения Сиван. Цуйни будто бы означало «водоем». Некогда берега Сивана были покрыты густыми лесами, буком, дубом и другими ценными видами деревьев, которые использовались в судостроении. Сейчас площади лесных массивов оскудели, и поэтому интенсивно ведутся лесопосадки в прибрежных зонах. Тогда же максимальная длина озера от села Цавагух на северо-западе до порта Цовок на юго-востоке составляла 75 километров, а максимальная ширина берега залива Артунш на север до районного центра Мартуни на юге равнялась 37 километрам. Минимальная же ширина от маяка на косе Шогель на юге до мыса Учташ на севере составляла всего 8 километров. Часть озера западнее этой узкой перемычки называется Малый Сиван, и максимальная глубина там составляла 84 метра, в восточной, у выхода из залива Артунш, 51 метр, а на перемычке между этими частями, 58 метров. Площадь самого озера 1240 квадратных километра, бассейн его примерно в 4 раза больше, 4850 квадратных километра. Здесь находится 2 города, 2 поселка, около 100 сел, где проживает более 250 тысяч человек. Флора и фауна этого уголка довольно разнообразны. Здесь произрастают около 1600 видов растений и деревьев, обитают почти 20 видов млекопитающих, но особенно много птиц. Это каменная серая куропатка, кряква, огарь, чайки, а в период перелетов на озере отдыхают пеликаны, фламинго, лебедь-шипун, лебедь-крикун, бакланы и другие, всего до 180 видов. Сиван – единственный рыбопромысловый район республики, где разводятся ценные виды рыб, разновидности форели, судак, храмуля, усачи, привезенные с Ладоги сик и другие. Форель, которую называли «князь рыбой», сейчас занесена в Красную книгу, ее популяция поддерживается искусственно в 4 рыбоводных заводах. В озере обитают эндемичные виды рыб – сиванский беглу, сиванская храмуля, сиванская форель или ишхан. Последний был ранее представлен 4 подвидами, на сегодняшний день вымерли подвиды зимний бахтак и баджак и является эндемиком Сивана, но его существование находится под угрозой из-за конкурирующих видов рыб, завезенных или попавших в озеро из других мест. Это сик проходной, который был завезен из Ладожского и Чудского озер, серебряный карась и узкопалый речной рак. На берегу озера были созданы рыбоводческие хозяйства для искусственного размножения ишхана. В то время как в Сиване ишхан находится под угрозой вымирания, судя по всему, он отлично прижился в озере Исык-Куль, куда он был завезен из озера Сиван.
Озеро является важным центром популяции армянской чайки, численность которой здесь достигает 4000–5000 пар. Другие птицы, останавливающиеся на озере, американский лебедь, пискулька, красноносый нырок, белоглазый нырок и черноголовый хохотун. В бассейне озера Сиван в 1978 году был создан национальный парк Сиван. В целом, включая буферные зоны, под охраной парка находится 150 100 гектаров, из которых лишь 24 800 гектара земной поверхности. Сиванский национальный парк находится под юрисдикцией Министерства охраны природы, и на его территории активно ведутся исследовательские работы, в основном по сохранению и восстановлению экосистем озера Сиван. Парк разделен на несколько частей: заповедные зоны, зоны отдыха и хозяйственные участки. В состав национального парка входит несколько заповедников со строгим природоохранным режимом. Один из самых известных, Нарашинский заповедник, именно здесь находится под охраной гнездовая колония армянских чаек, занесенных в Красную книгу. Они живут на острове Чаек, который в скором времени может исчезнуть. Уровень воды в озере постоянно повышается, остров постепенно затапливается, и однажды редким чайкам придется искать другое пристанище. Туристы могут совершить путешествие вокруг Сивана разными способами: на велосипедах, мотоциклах или автомашинах по кольцевой дороге или на гребных и парусно-гребных лодках вдоль берега. Протяженность путешествия любым способом вокруг Сивана составляет сейчас не менее 200 километров. Озеро Сиван известно находящимися на побережье памятниками культуры и рекреационными ресурсами, минеральными источниками, чистым воздухом, красивой природой. На берегу озера растет искусственный лес, сосна, широколиственные породы и облепиха. Сиван – это не только заповедная зона, но и зона отдыха. В специально отведенных местах для отдыха построены современные гостиничные комплексы, коттеджи со всей необходимой инфраструктурой. Вокруг Сивана около 10 видов пляжей, часть из них дикие, а часть обустроены, есть и общий городской пляж. С поднятием уровня Сивана, конечно, часть традиционных песчаных и галечных пляжей накрыла водой, но появились новые. На Сиване масса водных развлечений – это водные велосипеды, яхты, катамараны, катера и прогулочные корабли, водные батуты, серфинг. Сезон активного купания составляет примерно 2 месяца, июль и август, вода прогревается до 19–20 градусов. Однако, не надо забывать, что горное солнце достаточно коварно и может за считанные часы обжечь вашу кожу, по этой причине необходимо соблюдать меры безопасности, пользоваться специальными кремами, прикрывать тело тканью под открытым солнцем. Во многих гостиницах есть и отдельные большие бассейны для любителей теплой воды. С недавнего времени Сиван не только место для экотуризма и пляжного отдыха, но и горнолыжный курорт. На горе к северу от озера открылась новая, современная канатная дорога с гостиницей «Ахтамар». С вершины горы открываются незабываемые панорамы на горное озеро. В 1928 году известный русский писатель Максим Горький, посетивший Армению и увидевший впервые Сиван, сказал: «Да, удивительно красиво. Кажется, горы обняли и охраняют ущелье с любовью и нежностью живых существ. Воздух необыкновенно чист и прозрачен, и как будто окрашен в голубой мягко сияющий тон. Мягкость – преобладающее впечатление. Глубокое русло ущелья наполнено тишиной, зеленью садов, и как бы все тихо плывет к направлению к озеру Сиван. Южное Закавказье ошеломляет разнообразием и богатством своих красок. Эта долина одна из красивейших». О красоте озера Сиван классик армянской литературы Аветик Исаакян говорил: «Сиван настолько красив, что человеку хочется в нем утонуть». Сиван всегда вдохновлял поэтов и писателей, многие из них посвятили ему свою поэзию. Помимо самого озера и окружающих его гор, самой известной достопримечательностью побережья Сивана считается монастырь Сиванаванг на северо-западе озера. Вначале он находился на острове, но с годами уровень воды понизился, сушу с островком соединил перешеек, и монастырь оказался на полуострове. Обосновавшиеся тут в VIII веке монахи построили сначала часовенку и кельи, а спустя несколько лет царевна Мария Мсюникская основала монастырь, от которого до наших дней сохранились только 2 храма из черного туфа. Монастырь просуществовал до XVI века.
Стен у него практически не было, но последний монах уехал отсюда лишь в середине 20 века. В наши дни Сиванаванг опять действует, при нем открыта духовная семинария, и именно от монастыря берут начало многочисленные экскурсионные маршруты. На западном берегу озера Сиван расположен еще один монастырь – Айраванг, построенный примерно в то же время, что и Сиванаванг. Монастырь расположен на возвышенности над озером, откуда открывается красивый вид. Многие туристы любят его больше, чем популярный Сиванаванг, за отсутствие толп других туристов, сувенирных лавок и другой суеты. На южном берегу озера расположен монастырь Макенис. Он не особенно популярен среди туристов, но для армянской культуры имеет очень большое значение. Именно монастырь Макенис сыграл важную роль в распространении письменности в Армении во времена раннего Средневековья и был в те времена одним из ключевых образовательных и религиозных центров в стране. Неподалеку от озера Сиван и города Гавара расположен музей под открытым небом, средневековое кладбище Наратус, где сохранились сотни хачкаров, больших каменных глыб с вырезанными на них крестами. В окрестностях озера Сиван непременно стоит подняться в горы, чтобы ощутить величие страны потухших вулканов. Например, можно совершить восхождение на вулкан Аджаак, самую высокую точку Гигамского хребта. В его кратере радиусом 100 метров расположилось маленькое озеро, а с высоты 3600 метров открывается незабываемый вид, панорама Армянского Нагорья. Отсюда можно увидеть и само озеро Сиван, сверкающее, как лазурное зеркало, и зазубренную верхушку самой высокой горы Армении Арагац, и белеющие вершины Арарата. На вершине потухшего вулкана Армагана, высота 2829 метров, также есть небольшое горное озеро, маленькая часовенка, и отсюда тоже открываются панорамные виды на Сиван и Гигамские горы. На берегу озера Сиван оборудованы пляжи, волейбольные площадки, пункты проката снаряжения для активного вида отдыха. Практически все отели курортной зоны Сивана предлагают катание на скутере, это самый популярный вид отдыха на воде в этих краях. Кроме скутеров, в аренду сдаются также катамараны, водные лыжи и водные велосипеды. Рыбалка на озере Сиван разрешена только в определенных местах, но все отели эти места знают и предлагают порыбачить даже бесплатно. Заплатить придется только за аренду снаряжения и услуги повара, если нужно приготовить пойманную рыбу. Корабль Киликия – еще один популярный аттракцион на озере Сиван. Это парусное судно, точная копия торгового корабля времен Киликийского царства, построенное по старинным чертежам и описаниям в рукописях. Это судно строили целых 11 лет, и за время своего существования оно успело посетить 25 стран мира, а потом стало полноценным музеем на воде на озере Сиван. По кораблю проводят экскурсии, где можно узнать историю этого судна и Киликийского царства, а также сфотографироваться в интерьерах корабля XIII века.